А если вас выгонят, вы куда пойдете? Никуда, на лавочку пойду. Только плакала. Чем ты любишь заниматься? Что тебе нравится? 25 февраля случился уже инсульт конкретный со мной. За 16 рублей купим картошки. Я почти не сплю, я боюсь спать, я днем пытаюсь спать. А я прихожу, а там толпа. Хотят ее побить. Друзья, всем привет! Прямо сейчас мы находимся в этом месте не просто так. Сегодня мы вас познакомим с мамой и ее дочкой, которым в 2014 году пришлось сбежать. Это место похоже на те дома, которые находятся в их родном городе. У этой семьи сейчас есть трудности, с которыми им справиться практически невозможно. У мамы второй раз случился инсульт, отца у них нету, он погиб. Мы вам чуть позже расскажем, что случилось. И мама сейчас всячески пытается восстановиться после инсульта, цепляется за любую возможность заработать, лишь бы они могли себя прокормить. Это место олицетворяет то состояние, в котором сейчас они находятся. И сегодня мы вам расскажем их историю. Здрасте. Котенок у вас тут такой спит. Да, тут у нас мыши. Мыши есть? Да, зимой особенно вообще ходором ходят. Мою кошку в подъезде она жила. Взяли, да? Ну да, к нам вот это, ничейная. Ничего И себе. она с нами вот это жила. А вы, получается, вот здесь снимаете, да, я так Да, я понимаю? с декабря месяца, со 2 декабря Угу. мы сюда вот переехали и снимали, потому что здесь подешевле. Я просто очень сильно постоянно болею. Вы приехали с Донецка, получается, Да, да? самого Донецка. А почему оттуда уехали? Потому что война у нас там. Там с работой совсем все тяжело, да? Конечно, очень? там бомбить начали, все. Я в хостеле работала на Есенина 14 администратором. Я приехала, Мгм. мне сразу, хозяину хостела сильно понравилось, как я активная такая. И мы вот так вот жили. Я пока работала, то, как вам сказать, на фруктах работала, и в метро сумки продавала, и помощником повара работала, пока здоровье было. Ну, как у меня после, когда Донецка я приехала, конечно, давно пошатнулось это здоровье у меня. Ну что, И нервы, да, давление, давление. вот это все. А потом вот в 2018 году, в октябре, работала помощником повара в ресторане. Угу. И у меня случился инсульт первый. Меня на скорой оттуда увезли. Это 2 года назад. Да. И вот это постоянно у меня давление, то 220, то 190, то 180. Постоянно работать толком не могу. Опять в больницу ложусь. Опять меня это самое. Вот 25 февраля случился уже инсульт конкретный со мной. Вот он, заключение вот. Что вот это последнее вот я вышла. Ишемический инсульт, да? Да, там 2 полушария у меня повреждены. Ну, это вот память у меня, рука с ногой не работала, речь плохая была. Это все у меня восстанавливается потихоньку. Дочка вот, она, ну, как вам сказать, работала, ну, там, знаете, где листовки, там, где, конечно, надурят ребенка, где... Это вы про старшую говорите? Про младшую, Про младшую? да, где вот так вот не заплатят ребенку. Ну, вот так вот и перебивались. Старалась я хоть где-то пойти, что-то даже помыть, хоть мне и плохо было, и все, за любую работу хваталась. Задыхаюсь постоянно, вот душно. А вам сколько лет? 42 года. 42. А вы здесь, получается, живете с С дочкой, младшей да? дочкой, да. Кухня общая, туалет с ванной, все общее у нас. Кран не закрывается, Не закрывается, не работает. Ну, а туалет вообще можете посмотреть, красиво у нас тут тоже. Мою постоянно, потому что такие Ого. соседи, алкаши, ничего не моют, ничего не убирают. Никому ничего не надо. да? А с тараканами боретесь как-то? Да, я травила. Она мне сейчас, знаете, что принесла? Коврбохоз, потому что у нас клопы полезли. Соседи какие-то травили, в подъезде очень сильно ядом воняло. А то, что вы спите, вас не кусают? Я почти не сплю, я боюсь спать, я днем пытаюсь спать. Они меня раз покусали, у меня вот такая аллергия как началась. А ночью почему не спите? Из-за клопов. А дочка как у вас? Тоже вот так вот. Днем высыпается она это. А они что ли днем не кусают? Нет, клопы? днем их нету. Они по ночам больше выходят, как начинает темнеть. Может быть, вы за счет аренды что-то бы потихонечку бы здесь сделали? Вот у меня задолженность за май месяц, и Мгм. вот 2 июня я еще должна заплатить. Они мне пошли на уступки, что я вот это вот после болезни,
Мгм. Они мне сказали, если ты не заплатишь 1 числа, мы с тобой прощаемся. Вы с младшей дочкой, вот у вас какие документы, вот что вы здесь находитесь? Временное убежище. Временное убежище? Да. А вам паспорт уже можно получить? Можно, это надо мне деньги, чтобы подавать. И вот эту регистрацию, которую мне сегодня опять отказала женщина. Он запросил деньги, говорит, хочешь временную регистрацию, плати деньги. Это ваша знакомая какая-то была? Нет, это моя знакомая обратилась к своим знакомым. Я этих Мгм. людей не знаю вообще. У Чтобы них я могла сделать. спокойно пойти сделать даже этот полюс. Я без этой временной регистрации полюс не могу даже обратиться в больницу. У меня нету. И, соответственно, на работу устроиться тоже? Конечно. Я вчера ездила на стажировку. Завтра вот мне А сказали. куда ездили? На Первомайский сквер вот эти туалеты. Там получается 3 кабинки женские, 3 кабинки мужские. Ты сидишь, там камера у тебя. Платные туалеты? Да, да. М. 30 рублей там это. Вот я хотела туда, пока временно хотя бы. Как-то ж И надо что, жить. не получилось там? Нет, все получилось, но надо документ. А раньше вот как вы где-то У работали? меня же была временная регистрация до 25 мая. А где она была у вас? Я делала у другой хозяйки на Березовой Руси, она сейчас отказалась, потому что я у нее не работаю. Вы сами выпиваете? Боже упаси. Нет? Куда мне с моим-то здоровьем еще пить? Мне почему хозяева нормально ко мне относятся и вот это разрешали жить? Потому что я не пьющий человек. А у вас там 600 смена, а сколько смен в месяц? 14-15 получается. 3 дня работы, 3 Это в отдыхаю. районе 10 тысяч в месяц выходит? И никаких сверху ни надбавок, ничего нету? Нет. Ну и вам, получается, эти же 10 тысяч, это нужно же, да, и платить аренду, сразу 5 тысяч минус, да? 6 6 тысяч. тысяч. 6,5 даже. Свет еще 6200. Остается 3,5 тысячи в месяц. Ну да. А как вот, как Знаете вы как? живете? А вот так вот мы бывает. Пойдем ярче. За 16 рублей купим картошки. Отварим. С маслицем и все. А что делать? То есть вы как-то эти деньги, да, стараетесь на целый месяц растянуть где-то Растягиваем, что-то? да. Фарш дешевый покупаем там. Выживаем. Мы жили их очень хорошо. У меня муж был. Его в плен взяли, когда он нас всех отправил. Убили, без головы похоронили. Вот так вот на гранате его взорвали. Брат мой его нашел по родимому пятну. Опознал. Это в 2015 году было. На дочке на день рождения. 19 августа. Ваш муж, вот какой он был? У нас своя была хлебопекарня там. У меня тоже свой бизнес там был. Мы жили очень хорошо. Он в Горловку ездил. Хлеб пекли. Он на машине приезжал и раздавал бесплатно людям хлеб. Помогал людям? Да, он очень помогал. Он очень добрый. Ну, настоящий любящий муж, Конечно, да. отец. Ну, когда мы здесь были, он постоянно звонил. Как дети, как что. Я говорю, нормально, все хорошо, давай. Я скоро приеду, я скоро приеду. А он почему там остался? Помогать людям. А кто говорит, как не я помогу? И потом он позвонил, я скоро приеду. Я говорю, когда ты приедешь? Он, ну скоро, говорит, надо, говорит, машины продать. Говорит, тут, говорит, стало невозможно, говорит, уже находиться. Я говорю, что случилось, почему ты так сорвался? Он говорит, проблемы у меня начались. Начали с меня, говорит, требуют деньги. Я говорю, какие? Он говорит, ну откуда я знаю? Вот ты должен, и все говорят. Ну, беспредельщики всякие. Все, пропал. Я еще так, дочке день рождения, еще так ругалась. Я говорю, вот зараза, говорю, даже дочку не поздравил. Звоню, отключен. А потом мне уже брат рассказывает с сестрой, что он за неделю вот этого всего, он пропал. Ужас, конечно. И все, так вот мы остались. А вот то, что там у вас какое-то имущество осталось, вы с ним что-то сделали? Ну, продали там как-то? Да ничего, там за копейки сейчас это все продашь. Получается, у вас, ну да, если вот на сегодняшней реалии остается 3,5 тысячи рублей в месяц, да, вам, причем, что нужно дочери, да, как-то вот на учебу ей нужно. Она тем более сейчас хочет поступить, очень хочет. А она 9 класс закончила? Вот она хочет закончить в вечерней школе все-таки. Я вот с ней разговаривала, сейчас сидела. Она мне сказала, мам, да, мне надо закончить 9 класс и хочу, у нее вот это увлечение сейчас вот эти визажисты. Она прям эти всякие в интернете смотрит, как эти стрелки красить, как там что, вот это все прически. Очень мечтает поступить на визажиста. Косметика у нее есть какая-то сейчас, чтобы что-то делать? Мало. Все копеечно.
Все дешево. То есть это у нее такая мечта, У можно нее сказать. мечта, да. Когда вот начался вот этот момент, да, 2 года назад. грубо говоря, как у когда меня. все пошло под откос? 2 года назад, после смерти мамы. Мама умерла в апреле, и у меня это все началось. У меня очень сильная депрессия началась. Я просто слегла, лежала. Я не знала, я только плакала, плакала. Мы вам там и фруктов взяли, витамины, и все необходимые продукты. Там полностью все есть. Ну, потом Хорошо, разберете. хорошо, хорошо, спасибо. Блин, у вас даже вот тут, да, не ползают. Они совсем. везде, это вы видите, я ничего здесь не трогаю. Вот это вот ихний шкафчик был, продукты. Я вот их вот сюда убрала, потому что ну, невозможно хранить уже Они ничего. же тут где-то лазят же, наверное. И я вот сюда вот поставила свою. Это такую. ваша полка? Да, да. То есть это все ваши продукты или... Ну, там вот еще у меня тут капуста здесь, тут картошку тушила, это ихняя. Вот это мое. Угу. Вот тут картошка у меня. А Ирина говорила, что у вас, вы сейчас, ну, прошло-то всего 3 месяца, да, после инсульта? Да, да. Вы какие-то таблетки, очень много у вас там. Да, да, прям. я ей отсылала список. Утром я пью, у меня просто многих-то лекарств сейчас нету. Мгм. То, что вот улучшает кровообращение, вот это вот у меня сейчас нету этих лекарств, и у меня начинает забывчивость. Если вот эти все лекарства, да, вот вы будете принимать, это... Я нормально себя чувствую. Чувствуете себя хорошо? А там на какую примерно сумму этих лекарств? Ой, 2166 Мгм. рублей. А этих, насколько их хватит вам? Это ровно на месяц я вам вот На это вот, на месяц? месяц, ровно на месяц, да. То есть это если минус 3, вот эти 3,5, которые остаются, еще отнять 200, это И у у вас... меня же была зарплата 20 тысяч, и я спокойно все покупала. А при текущих условиях 1400 всего лишь на месяц остается. Да. И поэтому вы, чтобы... Вот в чем-то я себя ущемляю, какие-то там лекарства какие-то себе- лекарства я, вот для ног я вот не пью, сейчас у меня они закончились, Винарус вот этот вот, чтобы улучшать это все. Много чего я отказываюсь сейчас пить, потому Мгм. что ну, нету денег. Самое необходимое беру. А вы себе, соответственно, и никакую одежду, ничего такого. У меня вон тапки разорванные стоят. Младшая дочка, а у нее как с этим? Кроссовки, обувь лопнула вот так вот, подошва. Вчера приходит, говорит, мама, у меня подошва лопнула. Я говорю, я очень рада. Я говорю, надо. А больше обуви никакой нету? Нет, у нас ничего. Вот. Дочка, да, вот у вас, Мгм. у нее вот какой характер, вот можете? Взрывная. До 11 лет, когда мы вот жили там в Донецке, она была ребенок ангел у меня. Она мне помогала во всем. Вот я работала, чтобы у меня... Я кроме торговли ничего не умела. А когда я приехала сюда, я бралась уже за любую работу. Я научилась и унитазы мыть, и полы, и все, и подъезды мыла. То есть вы не 17 стеснялись любой работы? Нет, я брала за любую. 17-этажки мыла я. Люди подо мной довольны были, ну, кидали много на денег. Вот это вот зарплаты не выплачивали. Постоянно я работала с утра до ночи. И получается, ребенком я не занималась. Мгм. Я приду сытый, одетый, деньги, нате вам, и все вы это. Когда выходной не трожьте меня, хочется просто отдохнуть мне. Она вот так вот познакомилась, начала в школе, с одними, с другой компанией, с третьей компанией. Ребенок начал портиться. Вот тогда уже отца не было. Не было именно мужчины, да, который мог бы ее бы где-то там... Ну, конечно, пристроить. Чем вот ей можно помочь? Мне просто вот помощь в чем нужна? К сентябрю месяца ей надо хотя бы сумку какую-то, тетрадки, вот, чтобы в школу ее мне собрать. Вот мне сейчас будет очень тяжело, что тут осталось, вы сами знаете, я ее не соберу никак. Все для школы, она будет ходить в эту вечернюю школу, потому что она хочет поступить на визажиста. Я ей сказала, говорю, останься, говорю, ну зададут тебе пару вопросов, ну хочешь Ну, ответь, она, хочешь не понятно, ответь. она испугалась. Она, мама, они приехали, камера, все, пусть сюда не заходят, я убежала. Были такие случаи, когда она мне звонит, мама, я возле твоей больницы, я попала. И я так бежала, Попала, бежала. как понять? А я прихожу, а там толпа. Хотят ее побить. Она, еще одна девочка и мальчик, вот они троем стоят, а их окружили вот так вот. А за что? Ну, я не знаю, там какие-то свои, ну, знаете, у молодежи. Она мне просто позвонила, мам. Прибегаю, они это, одна стоит. Может, и твоей маме сейчас по морде дать? А я говорю, а ну, милая, подходи, сейчас посмотрим, говорю, кто кому сейчас даст. Как они все разбежались. Хулиганит, то есть? Хулиганит. Вот сейчас она начинает превращаться у нас в леди. То есть Она она- начинает платьички одевать. То была Мгм. пацанка. Штаны, кроссовки, я пошла. Мгм. Сейчас мы уже красимся. Платьички, каблучок уже. Вот мы начинаем. То есть она потихоньку уже идет какая-то у нее трансформация. Да. Если сравнить вашу дочку там 2 года назад и сейчас, она Ой, лучше стала? Лучше становится. Лучше, да? Вообще, какие вот у вас, у самой, например, дальнейшие планы? Может, какая-то у вас мечта есть? У меня мечта поправить здоровье.
устроиться на нормальную работу. Больше я ничего не прошу, чтобы был доход у меня и все. Я дальше сама. Я всю жизнь привыкла сама. То, что вы сказали, все равно это планы, это цели, да, вот поправить здоровье и устроиться на работу. Но мечта все равно, мечта это что-то такое далекое, что кажется недостижимое, да, в данный момент. На море хочу. Я же жила, у меня прям море, час езды 1,5. У меня подруга отсюда, с Новосибирска, она с Мариуполя сама. И вот она сейчас уехала в Севастополь, живут с мужем и с дочкой. И она все время меня приезжай, ты, говорит, и здоровье тут поправишь, и все. А тут может перепады. быть, вам просто туда уехать и там что-то начать? А где я ее возьму? Я бы уже давно там была бы. Туда уехали и Да, все? я бы уехала туда и жила бы там. Мне кажется, вам, чтобы туда уехать, ну, я думаю, 30 хватит, чтобы туда... Туда уехать, и там надо ну, и снять жилье. снять квартиру, ну, 30, Да. И 40 пока найду тысяч. работу, да. Вот, ну 40, да, где-то 40, И вы бы 50. уехали И я бы туда? уехала туда. Вместе с дочкой уехала. Ну, если у вас там сейчас все потихонечку наладится, вы потом туда переедете и, да, и сами там устроитесь. Конечно, и работу найдем. Она мне уже в том году, когда я думала, все-таки насобираю эту денежку, но не получилось, у меня чуть-чуть не хватало. Я опять болезни, это все. Она говорит, я тебе уже нашла тут работу, говорит, по документам на компьютере. Говорит, вот, говорит, сидишь в офисе, документы там оформляешь, там и все. А вы сейчас таблетки пьете от отечности или вы их У сейчас... меня их нету сейчас. Сейчас нету, да, Сейчас нет таблеток? у меня их. Ой, масочки, спасибо. Да, мы маски Ага, привезли. Спасибо. Сейчас очень важно Да, носить. да. А вы думаете, он вас реально может выгнать? Не знаю. А если вас выгонят, вы куда пойдете? Никуда, на лавочку пойду. Еще перед уходом я вам хотел бы оставить немного денежки. Возьмите, это вам от наших друзей, Спасибо. от наших зрителей. Она вам сейчас очень необходима, эта помощь. Спасибо. И вот наши зрители, они очень проникаются, они сами говорят, что если, да, вы найдете человека, кому нужна помощь, они будут помогать. Сумма небольшая, но... Ну, а вы знаете, как оно поможет? Оно очень поможет. Хоть лекарства как раз закуплю какие-то. Все, ладно, увидимся. Давайте, справляйтесь, все будет хорошо. До свидания. До свидания. После нашей первой встречи с Розой и Аней мы приняли решение, что в первую очередь нужно обработать их квартиру от клопов и тараканов, которые не дают нормально спать по ночам. Мы обратились в службу дезинфекции. Прямо сейчас мы едем обрабатывать их квартиру. Мы купили необходимые лекарства для Розы, так как она говорила, что после инсульта ее ноги отекают, и она не может долго ходить. Ну и, конечно, мы взяли небольшие гостинцы для Ани, и сегодня вы с ней познакомитесь. Перед тем, как мы отправимся к ним, я хотел бы вам рассказать, что недавно я узнал, что наш коллега Сережа, это канал Вася на Сене, ездил по заброшенным деревням и развозил продуктовую помощь пенсионерам. Там он познакомился с Соней, у которой совсем недавно сгорел дом. Она мама 5 детей, и сейчас Сережа будет заниматься строительством нового дома для этой семьи. И я вас хотел бы попросить, чтобы вы перешли на этот канал, подписались на него, передали от меня огромный привет и написали ему слова поддержки, так как сейчас ему предстоит выполнить большой объем работ. Для него это будет огромный сюрприз, и я думаю, он у нас с вами получится. Спасибо вам большое, и прямо сейчас мы отправляемся к Розе и ее дочке Ане. Здрасте. Заходите. Как у вас дела? Ремонт начали? Ремонт, да, начали хозяева делать. У вас как самочувствие? Да вот из-за этой краски вот сегодня целый день. Голова болит? Да, ужасно. Я и на улицу выходила, с дочкой сидела там. И в комнате все равно пахнет? Да, я там выветривала тоже. Кошмар. Так, отодвигаем диваны. Раз. Ага, кто до нас тут жил? Наркоманы, что ли, какие-то? Это там было? В диване, что вы подняли. Я ж не заглядываю туда, в те диваны, ну мне надо. Обалдеть. Если оно не устранит течь воды, то с тараканами проблему не решите. А через сколько можно зайти? Через 4 часа. Я думаю, даже вы, наверное, когда днем спите, вы все равно боитесь, да, что покусают, и Ну, конечно, спокойного да. сна нет в любом случае. Я вот сегодня телевизор хотела убрать со стола, думаю, себе обработку. Я как тронула его,
Оттуда с телевизора, пока не поползли, они еще в телевизоре, что ли, живут? Ну, там же места много, где спрятаться можно. Но я думаю, на полгода точно хватит вот Ну, этого. там, господи, может, все-таки что-то получится, доседать. Да, понятное дело, что сложно, когда вот раньше, да, могли себе что-то позволить, А а сейчас щас ходим. приходится и... Проходим, так посмотрим, пошли дальше, понюхали. Ребят, я тут взял лекарства самые необходимые для Розы. Ну и для Ани мы тоже взяли здесь небольшие сюрпризы. Взяли шоколадки, черешню. Я думаю, черешню все любят. И сейчас хоть немного поднимем им настроение. Мы к вам еще сегодня с небольшими подарками приехали. Вот, ну это вам тут лекарства, да, которые вот вы говорили, что отечность. Ага, да, спасибо. Вот, большое. винорос и мазь. Ой, спасибо. Потому что, большое. ну, вы говорите, что тяжело вам ходить. Да. И я думаю, будет полегче. Спасибо большое, конечно. Вот. Ну и тебе здесь тоже небольшой подарочек. Спасибо. Мы там взяли шоколадки, я думаю, ну, все любят сладкое, все кушают. И там еще черешню взяли. Кушаешь черешню, любишь? Вот. Ну, то есть витамины тоже полезно. Спасибо Я большое. думаю. Аня, а у тебя вот чем ты любишь заниматься? Что тебе нравится? Я люблю делать макияж людям. Макияж? Нравится? А уже, ну, занималась, был какой-то опыт? Ну, я так просто девочек красила, им нравилось. Ты как планируешь? Куда-то пойти в школу обучаться, либо вот... Ну, я хочу, если найду работу, то пойти на курсы. Как тебе пришло вот это, что вот красить, вот? А у меня еще с детства я маму красила. Да, это было. Я думаю, если ты прям обучишься хорошо, да, у хорошего специалиста, там, ну, не быстро, а прям нормально, чтобы тебе всему объяснили, и будешь выкладывать результаты свои, у тебя есть соцсети же, Инстаграм, там, ТикТок, я не знаю, ВКонтакте. TikTok нет. Если прям выкладывать крутые результаты, я думаю, к тебе, во-первых, твои друзья сразу захотят пойти, вот, ну, чтобы ты им что-то сделал, какой-то дневной макияж, там, не знаю, вечерний, выпускной, да, много же всяких макияжей есть, и думаю, будет интересно. Но для этого тебе нужно учиться. Ты готова к этому? Да? У тебя вот друзья, у тебя, как ты думаешь, ну вот вообще компания, вот с которыми ты общаешься, вот это прям твои друзья настоящие? Я себе выбрала людей, которые вот реально настоящие друзья. Они тебя поддерживают, тебе Да. помогают То в есть у меня маленький каких-то... друг, я с ними общаюсь, и всё. Остальные так просто знакомые, с которыми просто так можно пообщаться. Те друзья, которые у тебя сейчас есть, они тебя вниз не тянут. Они, Нет. наоборот, тебе помогают, да, Да. в чем-то поддерживают, если у тебя какая-то, ну, да, тебе там трудно на душе, там какая-то боль, они Да. тебе помогают. Это хорошо, потому что за таких людей нужно держаться. Опа. Видно, да, что все обработано. Теперь здесь точно тараканы все помрут. Стены обработали все. Здесь вон полили все. Ну, конечно, больше всего было их в ванной. Вон, да, видно, что пол весь обработан. В комнатах тоже. Мне аж плохо стало. Закрывай. Едкий такой прям запах, да? Ну, я думаю, все, теперь точно об этом можно забыть. Все Ну, хорошо слава богу. будет. Придем через 3 часа, промоемся водичкой. Вы, может, лекарства выпьете сразу? Сейчас я буду как раз вечернее пить и вместе с ним это. Я с собой таблетки взяла. А вы тогда вот то, что мы оставили, подкупили немного лекарств себе? Да. Вот я вот на вечернее уже взяла с собой это. Это у вас так много Да, лекарств? 5 таблеток утром я пью, 5 таблеток вечером я пью. А сколько вам еще пить вот так таблеток? По жизни. Так столько много? На всю жизнь. После инсульта, с давлением это на всю жизнь это. Гипертония, она не лечится. Аня, а у тебя со здоровьем нормально все? У меня с позвоночником проблемы. Ты сломала спину, что ли, получается? Там трещины позвоночника было. Ого. И там еще стали... Грыжа какая-то там у меня еще. Я, пообщавшись с вами, ну, я не видел там какой-то у вас там каких-то плохих моментов, да? Ну, у вас просто сейчас так сложились обстоятельства, через которые вы пытаетесь выбраться, да? Но Да. вам, ну, вот нужна такая небольшая рука помощи, да? Чтобы вас просто чуть-чуть подтянуть, грубо говоря. И дальше вы сами пойдете своим путем, и у вас все Конечно. будет нормально. Мы все, да, мы вот... Когда попадаем в такую ситуацию, да, вот в которой, ну, кажется, что выхода нет, и кажется, что это будет длиться долго.
И главное вот в этой темноте, да, как можно так сказать, найти вот этот небольшой лучик света и за него цепляться. Когда ты увидишь один лучик света, в другом конце может появиться другой лучик, да, и потом темнота превратится в полностью освещенное помещение. И вам вот, да, не нужно опускаться, да, вот в это все, наоборот, стараться себя подбадривать и себе вот каждый день говорить, что вот у нас все будет нормально. Улыбайся, тебе идет улыбка. Вот, тогда точно не надо вас подвести Да, никуда? ну, пройдемся, прогуляемся потихонечку. Ну все, тогда мы поедем. Хорошо, ребята, спасибо. Все, вам. до свидания. Проблемы, которые у них есть, я вижу, что они решаемы, что мы сможем это все сделать. Конечно, маме Розе стоит отдать должное уважение, что несмотря на все ее трудности, с которыми они столкнулись, они продолжают идти к своей цели, пытаются выбраться из этой тяжелой ситуации, из этой ямы. И я уверен, что с тем настроем, что есть у мамы, они точно с этим совсем справятся. Конечно, для них у нас есть пару сюрпризов, я уже придумал, как можно помочь. И вы, наверное, сами увидели, да, какие действия необходимо сделать, чтобы довести эту семью до счастливого финала. Со своей стороны я буду продолжать помогать этой семье. И если вы хотите присоединиться к помощи, в описании к этому видео я оставлю реквизиты. И как я говорил в начале этого выпуска, это помещение олицетворяет состояние, в котором находятся наши герои. И несмотря на то, что в этой семье настала черная полоса, как известно, за любой черной полосой следует белая. Прямо сейчас она начинается.